Кто это? Не знаю. ТНТ, стендап. Да. Сука. Юра, надо было закрыть эту страницу ВКонтакте. Да, вот там. Это вкуснятина. Ты будешь шутить про Назарбаева? Я поехал, ребят. Юрий будет дуть будет Юрий. Нурлан, Да. мы позвали тебя, потому что все лето ржали над «Что было дальше». А вы знаете, что Лил Джон написал про вас песню? Шат. Спасибо тебе. Ну вот это было прописано. На самом деле я оказался там случайно. Это не моя идея, шоу. То есть это придумал чувак, он сейчас является продюсером этого шоу, Макс. Он позвал Рустама и Тамби изначально в это шоу, а они уже позвали меня в качестве ведущего, потому что, я согласился, я еще не знал, в чем суть шоу, они даже мне не сказали, в чем заключается идея. Я говорю да, потому что они, я от них кайфую. Они сказали, еще будет Леха, я вообще, я говорю, здрасте. И мы попробовали в стендап-сторе несколько технических вечеринок, поняли, что это будет очень круто. И, собственно говоря... Это подсмотрено где-то? Нет. Ты прям уверен в этом? 100%. Ты можешь, я не знаю, 100%. Вот это еще мне и понравилось. В процессе я понял, что этого нигде нет. Ты помнишь первый эфир? Первый эфир, что был дальше? Да, уже настоящий. То есть кто пришел первым и какие сложности вы испытывали в связи с этим? Я помню, дело в том, что у нас проверочные вечеринки в стендап-сторе. Тоже с известными людьми? С полуизвестными. Не буду называть. Да ладно, назову. Там был Косяков, там был Шпак. Ага. И даже не помню, кто еще. То есть это самые яркие были. В общем, на проверочных было вообще кайфово. Мы веселились, кайфовали, не было границ. Тут съемка, и мы прям напряглись. Мы очень напряглись сильно. И первый гость был Азамат. И мы прям волновались, это прям чувствовалось. Аза чувствовал, я чувствовал, ребята. И зрители чувствовали. И зрители точно это чувствовали. Но это был первый мотор, дневной, еще в 4 часа. Днем люди не хотят смеяться. Смех, вообще, я так думаю, что стендап и все юмористические моменты, все должны быть, закат, погнали. Это что-то от дьявола, скорее всего, потому что, я имею в виду, это все для вечера должно быть. Тут 4 часа дня, жара, солнце, мы волнуемся, Аза не понимает, что происходит, и поэтому все было сумбурно. Но ко второму, к третьему мотору все заиграло. Я в целом за любой юмор. Так. Но когда был Мигель, даже я напрягся. Все шутки были про то, что он чернокожий. Да. И настолько жестко. У меня вопрос, тебе смешно было? Я, с одной стороны, ржал, а с другой восхищался Мигелем. За то, что он дал стальных яиц и не обиделся, не ушел, хотя пару раз он тоже охерел. Это было видно. В этом и суть, что помимо того, что это смешно, многие могут написать шутку. Но чтобы это еще вызывало еще какие-то чувства, например, страх или отвращение, вообще это вкуснятина вообще. Понимаешь? Я понимаю, я тоже напрягся немного, но в какой-то момент я говорю, я сыграю. То есть я не ожидал, что Рустам начнет именно вот так. То есть я понимал, что примерно можно сыграть на стереотипах про то, как в России относятся к черным, что это не так обыденно, что это для многих экзотика. И на этом весь юмор строился. Но как неожиданно и как жестко, это было уже восхитительно. И мне очень понравилась реакция Мигеля, потому что он прям кайфанул. Расскажи. Просто для меня показатель того, что он вышел из студии и сказал, приглашайте еще раз. Представляешь, насколько было жестко, и он говорит, да, ребят, давайте я еще раз приду. Мы тогда поняли, что вообще кайф. Щербаков, он и правда такой? Периодами, да. Ты аж не смог. А вот так. Или это образ? Не, я думаю, он реально такой. Я сначала сам думал, я его сам спрашивал, все, ты же это же придумаешь сейчас. Он говорит, что придумал? То есть,
Что? В смысле? Что? А? Ну, то есть он реально такой. Но при этом он не глупый. Он просто в некоторых вопросах, ну, не все понимает. Мы обсуждаем, кого позвать, и говорим, вот есть очень знаменитый певец, ну, для нас, артист. Говорит, кто это? В смысле? Это вот, ну, а как ему еще объяснить? Ты начинаешь песню, говорит, не знаю. А о ком была речь? Ваня Дорн. А, и он не знает Ваню Дорна. Ну, он такой, что? Ну, наверное, да. Ну, я не понимаю, кто. Для меня это хуй собачий. Ну, вот он в таком стиле. И для него это 99%, ты ему можешь кого угодно. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Что было дальше? Вышел новый сезон. Давай. Нурлан. Согласен. Ну, Нурлан. Полностью согласен. Ну, как это произошло? Слушай, все, что я сейчас скажу, наверное, будет звучать как оправдание, но с первым гостем не случилось вообще никакого контакта. Ну, возможно, он тоже не понял, куда попал. Не совсем добродушно. И мы как напали, как собаки, чересчур, возможно, временами. И было весело временами, но я чувствовал из-за утомляемости, в том числе это был третий мотор, поздний. Но это никак не влияет, конечно, мы должны быть сработать как профессионалы, но... Ты тоже же завелся. Да, я завелся, ты что? Из Дом-2 вот этот, убийца известный, блядь. Давай так, если будешь пиздеть, будешь сам рассказывать, понял? Угадывать, блядь, что там было дальше. Не, так не пойдет, Олег. Слушай, тут, по-моему, такие правила. Да, это... Сначала Потому что ты, я потом щи- мы угадываем. Потому что Это не я твоя считаю, передача. потому что я считаю. Блядь, да похуй, что ты считаешь? Историю расскажи. Всем поебать, что ты считаешь? Всю твою жизнь, не только мы, всем людям, похуй Нет. вообще. Я прям чересчур завелся, не характерно для меня. И мы все после мотора немножко расстроились. И с Гариком он просто вот так сел, как дядя вот так вот начал рассказывать, энергетически нас съел. И мы мы к нему проявляем уважение большое, и не сложилось. В итоге 2 гостя под сомнением, и как итог не самый удачный выпуск. Просто смотри, как бы Олег, окей, я могу понять то, что вы напали на человека, который тоже огрызался на вас. Чего вы его слушаете, блядь? Ты русский, что ты его слушаешь? Он главный здесь. Но Гарик, как это произошло? То есть все те комплименты, которые я говорил, что было дальше, Да, что вы да, просто да. всех дрючите, там просто вы прям в попу целовали. Ты почитал комментарии, да? Нет, комментарий гораздо жестче, там прям между попи. Начнем, наверное, с того, что у каждого комика бывают не самые удачные выступления. Это было одно из них. В отношении Гарика у нас без каких-то прелюдий, у нас просто большое к нему уважение. Когда-то мы играли в КВН. Легендарная команда «Новые армяне», чемпионы высшей лиги. Ой, какая добрая передача у нас. Как белый попугай. Да. Плюс он сел, он достаточно... Ну, он уже дядя. Он сел вот и вот начал рассказывать, как вот дедушка, который добрый, который вот так вот рассказывает, и немножечко иногда шутит. А если ты ему что-то говоришь, он говорит, не говори так. Поэтому вот так вот посидели душевно. Не хватало камина. И, собственно говоря, и потом все легли бы спать, он бы нас убаюкал, и все. Мы сами от себя, то есть не в восторге после этого мотора. Мы сели и думали, ну, смонтируется, возможно, чуть получше будет. Артур Чапарян, его с вами больше нет. Да. Почему? Он признался, что не хочет, нет желания. У меня есть добивка к моей. Она говорит, я люблю тебя, а он говорит, а я любил бабушку. То есть, если мы, ребята, такие более-менее компанейские, он достаточно в себе. И мы его поняли. То есть, конечно, мы расстроились. Артур для нас как потеря. Но мы дальше движемся. Он в свою сторону, мы в свою. Мы также хорошо общаемся. То есть, это не было ссора там и так далее. Мы с пацанами регулярно гоняем по России для съемок в Дудя. Но есть еще полно мест, где мы никогда не были, но очень хотели бы оказаться. В некоторые из них только на автомобиле, чтобы оценить всю красоту, которая там есть. Общая протяженность дорог России более 1,5 миллиона километров. Далеко не по всем из них приятно ездить, но некоторые дороги уже сами по себе достопримечательности.
Вот список самых красивых трасс, по которым мы очень хотели бы прокатиться. Трасса Р-21 Кола, или как ее еще называют, путь к северному сиянию. Трасса начинается в Санкт-Петербурге, а заканчивается в поселке Борисоглебске рядом с границей с Норвегией. На дистанции в 1592 километра между ними все разнообразие северной природы с озерами, болотами и снежными вершинами гор. Чуйский тракт. Несколько лет назад журнал National Geographic включил эту трассу, которая проходит по историческому маршруту Великого Шелкового пути, в список самых красивых дорог мира. Большая часть трассы тянется по Алтайскому краю и Республике Алтай и дарит виды фантастической красоты. Алтайские луга, степи, горные хребты и реки сменяют друг друга до самой границы с Монголией. Пятигорск-Джелысу — та самая трасса, которая ведет к Эльбрусу, из которой этот Эльбрус прекрасно виден. Лишние слова не нужны, просто смотрите вот это видео. В целом, есть особый кайф в долгом путешествии на своей тачке, даже если в городских условиях вы от нее отказались. Специально для таких случаев, хотя и не только для них, мои кореша из Hyundai запускают сервис по подписке на автомобили Hyundai Mobility. Подписка — это временное владение автомобилем на определенный период. Такая штука уже давно есть в США, но у нас она запускается впервые. Сервис Hyundai Mobility станет доступен в середине октября. И оформить подписку можно будет полностью онлайн, всего в несколько кликов в мобильном приложении. По подписке будут доступны все кроссоверы Hyundai, а также микроавтобус H1. Машины будут находиться на специальных стоянках в официальных дилерах Hyundai. К сотрудникам обращаться не надо. Вы просто приезжаете и забираете чистый и исправный автомобиль. Парковка не оплачивается, зато об обслуживании думать не нужно. ТО, страхование, помощь 24/7 включены в стоимость. В этом году сервис Hyundai Mobility будет работать только в Москве, но со следующего он распространится на все регионы, где есть официальные дилеры Hyundai. Ну и еще одна новинка от Hyundai — эксклюзивная серия Creta Rock Edition. Про нее нужно знать несколько важных вещей. Обновленный экстерьер, коричневая обивка сидений, навигация с пробками, большой набор зимних опций от обогрева задних сидений и руля до электрообогрева лобового стекла. Все подробности про цены и сервис Hyundai Mobility и новую Creta Rock Edition можно узнать по ссылке в описании. Все туда. Муа! Как вам шутилось над Сергеичем? Человеком, у которого есть проблемы со здоровьем, при этом он стендап-комик, и, на мой взгляд, это, в общем, вытащило весь выпуск. Бля, пожалуйста, только не умри, Сергей. Только не здесь. Опять же, тут все так неоднозначно, как с Мигелем. Есть кайф шутить над чем-то запрещенным, понимаешь? Все понимают, что он ДЦПшник, и шутить об этом, наверное, нечеловечно. Ты думаешь, начинаешь его жалко становится, ты думаешь, наверное, какая у него тяжелая жизнь. А потом ты понимаешь, что он ржет, и ему кайф, он умеет посмеяться над собой, он не просто думает, что он ДЦП, он такой же человек, как и все мы. И это нормально, шутить над какими-то... я не считаю это минус, я считаю это особенность. И можно пошутить над этой особенностью. Если ему смешно... То есть сначала люди такие, мы шутим, потом они смотрят на Сергеича, он смеется, они смеются. А потом уже с каждой минутой все лучше и лучше было. Но это еще не все. Мы его приглашали на проверочную за недели-две до съемки. И там вообще там не было камер, там было 12 часов ночи. Это были похороны вообще. Это было жесточайше. Там вообще не было границ. То, что было в эфире, прикольно. Но то, что было за недели-две, шикарно. Мы познакомились с ним в Екатеринбурге. Он был изначально очень сильно популярным в КВН. И он выигрывал фестивали. Он приезжал в Екатеринбург на фестиваль. Выиграл его. Ему аплодировали стоя. Ему подарили главный приз. И я там участвовал в качестве КВНщика в какой-то команде. И мы с ним там выпивали после вечеринки. Я слышал, что он выигрывал на фестивале в других городах. Он приехал на самый главный фестиваль КВНовский в Сочи.
где ему аплодировали стоя минут 5, наверное. Но по каким-то причинам его не впустили в эфир. И после этого он перешел уже, ну, он хотел добиться успеха в КВН, но в итоге пошел в Comedy Battle, если не ошибаюсь. Как ты относишься к КВНу? Ты согласен, что это шняга? Да. На данный момент уже да. Почему? Ну, без зуба все... Ну, представь, чтобы просто рассмешить людей, тебе надо заплатить, сделать взнос, организовать команду, и с каждой, чем выше лига, тем больше денег. Тебе говорят, форма не очень. Я говорю, я смешить людей хочу. У вас форма одинаковая должна быть. Или ты показываешь миниатюру, тебе говорят, вы милиционера, форма нужна. Да я вот просто сказал. Так люди не поверят. Ну и ты думаешь, почему? Вот такие моменты. Потом люди оценки ставят в жюри. Как бы непонятные зачастую люди. Потом все эти деньги понятно кому уходят. И ты думаешь, а я тут, зачем тогда? Ты тратишь деньги, чтобы рассмешить людей. По мне это странно. Возможно, я ошибаюсь. Должно быть наоборот. Ты смешишь и зарабатываешь. Все верно, конечно. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Вместе бурные аплодисменты Нурлана Сабурова! Что сейчас происходило? Это был проверочный концерт мой, который я даю периодически, в месяц раза 3-4, где просто шутки, которые я пишу в течение определенного времени. Сегодня это за полгода это было. Все, что ты сегодня увидел, это было написано полгода. Часть сырого, часть месяц назад я придумал, часть сегодня что-то придумал. Ну и вот так вот что-то уходит, что-то приходит. Смотри, механика, дешевый вход, недорогой вход. Да. Сейчас многие, конечно, те, кто не в Москве смотрят, Не стоит. охереют, когда поймут. Но все равно 500 рублей. И тебе прям важно, чтобы цена была такой, да? Да, тут, понятное дело, я не хочу прям, чтобы сильно лояльный зритель приходил, но 500 рублей есть момент расслабления. То есть, условно говоря, если люди приходят за дороже, то есть надо выдать им, понимаешь? А тут есть чем, то есть я не просто слова какие-то говорю. Просто есть шутки, которые, возможно, не сработают. И за 500 рублей в стендап-сторе вообще легко. Типа ваши ожидания, ваши проблемы, а тут ожиданий нет. Да, 20%, думаю... Прям мимо. Мимо, да. Другой вопрос, что я с этим сделаю. Выкину, либо доработаю. То есть это неплохо, если не зашло. Это как бы знак того, что нужно поработать. И фактически вот этот народ тебя редактирует, да? Чтобы ты поехал в тур с материалом, над которым люди будут смеяться. Да, верно. Ты не снимал это на видео? Не, снимал. Меня снимают. Потом выкладывают на закрытую, на YouTube. Закрытая ссылка, присылают мне, и я смотрю уже. Либо я записываю на диктофон. Ложу рядом диктофон и прослушиваю. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Я смотрел твое выступление летом вместе с девушкой, лучшей девушкой на свете. Вот. С моей, что ли? Хорошо. Знаешь, в какой-то момент мне показалось, что она не против стать твоей. Потому что, вот этот образ такого надменного в костюме азиата, который выходит. Да, о чем ты говоришь? Его все хотят, и все остальное. И я что-то даже стал оглядываться, вот так вот смотреть и думать, мне ревновать или нет? Откуда этот образ родился? Из-за желания стать, наверное, таковым. Я думаю, по-настоящему я таким не являюсь. Это лишь образ, и мне нравится играть в него. Это сублимация? Думаю, да, что бы это ни значило. Ты, пожалуйста, не говори информацию. Давай сделаем вид, как будто мы друг друга поняли. Смотри, я правильно понимаю, что в юности ты был вообще не таким? Да. Извини за прямоту вопроса, у тебя были прыщи? Огромные и в огромном количестве. Есть связь между прыщами и тем, какую ты профессию Думаю, выбрал? да. Вообще, многие идут в стендап и в комедию, чтобы завоевывать внимание девушек.
когда это речь идет о парнях. И я был в том числе и таким. То есть я видел, что если в компании, в подростковом возрасте, я шучу и в каких-то ситуациях забираю внимание от вот таких ребят к себе, ты думаешь, фу, то есть мне качаться не надо для этого, расстегивать рубашку или И снимать. выдавливать даже ничего не надо. Выдавливать ничего не надо, то есть она смеется, ну или даже они, ну, и ты такой, ты сразу ощущаешь себя лучше, может быть даже выше них, и ты давишь на эту точку. Ну, бывало неудачно, бывало удачно, но ты этот момент понимаешь, где-то он здесь витает, и ты такой, хоп, окей, положим его сюда. Я не мог, к сожалению, тогда показать эту фотографию, чтобы чуть-чуть вот эту вот химию сбить. Вот. Я поехал, ребят. Расскажи, пожалуйста, Да. где это? О, Господи, о, Господи. Это Ты мой реально друг. таким был? Это мой друг Или Анар. твой родственник какой-то это, нет? Ты имеешь в виду справа? Или... Вот который подальше от объектива. Так, я объясню. Это было в Екатеринбурге, это было в общаге. Сука, Юра, надо было закрыть эту страницу ВКонтакте. В общем, это была какая-то студенческая, какой-то съезд, типа творческий, я даже не помню, в чем его суть была. Просто приезжали студенты с разных городов, в том числе и из Казахстана. Лекции, что-то, творческие вечера, какая-то движуха на 3 дня. И я там участвовал, как-то случайно туда попал, не помню, я не был организатором и так далее. Вот, и приехал мой друг на эту движуху с Караганды, это мой друг со Степногорска, Анар. И мы там тусовались, и я был вот таким человеком, да. А сколько тебе здесь лет? Сейчас, да, сообразись, это 10-й год, сколько, 19? 19 лет. У тебя была подруга тогда? Нет. Просто если бы ты сказал «да», то ты понимаешь, что это было бы самым мотивирующим видео в истории Ютуба. Потому что если даже у такого чувака была девушка, то значит, не воевать невозможно. Не. Юрий будет дуть будет Юрий. Ты рассказывал, что тебя воспитывал дед. Мама. Как мама и дед. А что с отцом? Он ушел, когда я еще был совсем маленьким. Вы общались после этого? Минимально. Он жил в доме, где мы жили. И вы не общались? Редко, Несмотря на то, что это один многоквартирный дом. да. Насколько тебя это напрягало в детстве? В детстве, я думаю, не напрягал. Я думаю, когда у меня появились дети, я начал задумываться в целом об отцовстве. Тогда меня, начали появляться вопросы. Почему, и как это случилось и так далее. Нашел ли ты ответы на эти вопросы? Частично, да. Но я услышал это от мамы. То есть ее отношение к этому, ее, грубо говоря, версию события, которая очень близка к правде. Я, к сожалению, не успел услышать с другой стороны. Отец умер? Да. А давно? Когда мне было 14, по-моему, 13. Как ты это воспринял тогда? То есть это сильные эмоции были или все-таки это чужой Думаю, человек? Это чужой человек. Это не чужой человек. Я тогда это понимал, и сейчас это понимаю. Но слез не было. Не хватало ли тебе бати в детстве? Не. Мне хватало общения с другими родными. То есть я не был обделен вниманием. Я только сейчас думаю об этом. Каково это и так далее. Но я считал себя счастливым человеком. У меня было счастливое детство. Я с дедом очень много провел времени. Мама меня воспитывала, бабушка, тетя, дядя. Во дворе куча бабушек, друзья. То есть я не был обделен вниманием, точно. Я себя одиноким не чувствовал. Но вопрос отцовства, он меня, до сих пор затрагивает. Я не знаю, каково быть хорошим отцом. Что такое хороший отец вообще? Для меня, это я сейчас об этом пишу, учитывая, что я в целом в 21 стал отцом. Да, что уже. И мои родители тоже стали примерно в таком же возрасте родителями.
Ну, что делать, чтобы быть хорошим отцом? Вот главный для меня вопрос. Ответ прост, но это нелегко выполнить. Все очень просто. В целом, быть отцом очень просто. Как? Ну, уделять внимание и помнить, что это дети. Это крайне важный момент. Помнить, что это дети. Не иногда у меня в силу моего, возможно, невежества или мало образования или эмоциональной неустойчивости, я иногда думаю, что им по лет 15 моим детям. И если они что-то не выполняют, у меня иногда складывается ощущение, как будто они меня должны понимать. Хотя там человеку 5 лет. Ее 5 лет, ее вообще не было. А я от нее требую таких вещей, как будто ей уже 18, и она у меня на работе. Вот такие моменты, они тонкие, казалось бы, они очевидные, и так далее, но лишь с практикой ты начинаешь понимать, ну, что такое быть родителем. По крайней мере, у меня так. Расскажи про деда. Ты кучу вещей в стендапе рассказываешь там про близких и все остальное, и про деда. Я правильно понимаю, что там много допридуманного, много преувеличенного? Как и во всем. Как и во всем. Вот расскажи непридуманное. Что-то прикольное. Я так понимаю, что ты главный взрослый мужчина был в твоей жизни. Какие-то там 1, 2, 3 истории прикольные про него. Не история, а его характер. Да. Я 7 лет занимался боксом, и он, наверное, из них 6,5 ходил со мной каждый день на тренировки. Чисто у ринга побыть. Вот он меня провожал, был на тренировке и меня уводил. Сидел на тренировке, наблюдал и уходил. И так на протяжении всех, он ездил со мной на соревнования, то есть он постоянно говорил, ты станешь олимпийским чемпионом, ты молодец и так далее, и так далее. То есть если тренер меня жестко мне пихал за все, даже если я что-то делал нормально, он считал, что это не идеально, то дед был хороший коп. Вот главная черта, он уделял внимание. Уже хороший, плохой коп, уже, наверное, не столь важно. Уделял внимание и верил, в меня и так далее. То есть вот это я взял у деда. И идеально бы применить это к сыну. По крайней мере, я, хочу этого. Именно верить в целом своего ребенка. Он относился ко мне как к сыну, он даже говорил, что это сын. Его многие спрашивают, это ваш сын где-то, мы идем в магазин и так далее. Он говорит, да. Вообще внук, сын. Сколько ему сейчас? Ему сейчас 40, он с 42-го года, получается 77. Ты рассказывал историю про то, как он, увидев твою афишу, спросил, Нурик, что, поет? Да. Еще какие-то реакции на твой успех есть от него? Когда я выступал в Астане, в «Пирамиде», одно из культовых мест в Астане, да и в целом для него Астана это такой прям... столица. Столица, да, и он говорил, в Астане выступаешь. То есть то, что я переехал в Москву и выступаю там, для него это не столь важно. В Астане, это же столица, да, молодец. Так недалеко и квартиру дадут. Он всегда помешан на квартире. Квартиру в Астане обязательно. Тебе дадут. Мне сейчас, тоже должны, он всем это говорил, тоже должны квартирку купить. Я пенсионер, ветеран труда, квартира в Астане готова. Он недавно меня спросил, дело в том, что он сейчас из-за болезни не может говорить, и он мне попросил написать, чем я занимаюсь. Я ему писал, я не мог ему расшифровать стендап, я ему написал, юмористические монологи, как у Задорнова. Он такой, окей, Но в Астане выступаешь? Да, тогда все идеально. Тогда все нормально складывается. Юрий будет дуть будет Юрий. Ты стал батей в 21. Слушай, да. я стал в 24, и я думал, что я у меня самый ранний опыт из окружения. В 21. Как это? Давай я напрямую спрошу. Вы планировали или случайно? Нет. Случайно получилось? Не, я об этом шутил и говорил. Не, мы вообще не Извини, планировали. не все понятно, где правда, а где нет, когда ты шутишь. Так что... Мы вообще не планировали. И
И в выступлениях, когда я говорил, что я узнал, что она беременна на паре, я не шутил. Ты был в универе? Я был в универе, и мне приходит смс вот так вот. Типа, 2 полоски. И я, как бы тебе объяснить, я не знаю, я в ахуе. Вот что, это вот, наверное, самое, я в шоке таком. Я не представляю, ты сразу начинаешь думать, так, родители, во-первых, ты даже, ты не об этом, это родители не знают. То есть родители знают, что мы вместе, мы не женаты. И ты первое думаешь о родителях, как они отреагируют и так далее. А потом о дальнейшей жизни. Я вышел, позвонил, сказал, все нормально, все хорошо. Я сделал вид, как будто я обрадовался, чтобы ее успокоить. Сейчас она поймет, если это увидит. Я счастлив и так далее, все будет хорошо. У меня сердце вот так вот по всему универу вот так вот херачит. Я ложу трубку, и думаю, что делать. Что делать с точки зрения, чем зарабатывать, как объяснить родителям и когда делать свадьбу. И вот эти 3 вопроса вот так вот у тебя. Ты, я не знаю, как в каком фильме, где ты вот так вот идешь, и все вокруг тебя плывет. Во многих. Да, и ты вот где-то сутки вот так вот. И потом уже просто надо что-то делать, и все. Сколько ты тогда заработал? Ты работал тогда где-то? Нет. То есть ты реально был студентом? Я был студентом, и я зарабатывал, что там, может, за КВН, я не помню, играл. Да, я играл в КВН в универе. Иногда-то что-то вел, там, за рубля 2. Да это мне не хватало денег, о чем речь вообще? То есть я отказался, чтобы мама там мне помогала еще совсем недавно. И там через пару лет, а мне надо самому кормить ребенка. Поэтому я начал думать, что делать. И к чему это привело? К работе. Какая? К панике. Ведущим. Я начал работать ведущим, потом я какое-то время продавал кофе, потом... Как кто? Как бариста. Как бариста? Да. Краткосрочная совсем работа. Понял за несколько дней, что это вряд ли меня обеспечит. Что? Сразу понял, что с учебой сразу до свидания. Главное, чтобы родители этого не узнали. И надо было поговорить с родителями и ее. Так. И что это был за разговор? Это был крайне напряженный разговор. Крайне напряженный. Смотри, давай уточним. Казахстан светская страна, но насколько... Безусловно. Можно до свадьбы? Все зависит от семьи. Каждой семьи, Да. Отдельно взятой. Как в той семье отреагировали? Это не было, скорее, о чем ты говоришь, там, оскорблением в этом плане. Это речь шла лишь о том, что насколько я готов остаться и обеспечивать, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это обычно светский разговор, как в России был бы? Да. С точки зрения, там, религии или то, что до свадьбы, речи, слава богу, не заходил. Если бы еще эти барьеры надо было переходить, совсем было бы, наверное, так себе. Но, слава богу, у меня яиц хватило проявить немножечко мужественности и убедить родителей, что все будет в порядке. А ты как? Ты прям пришел на разговор, да? Да. А ты... Я приехал, точнее, тогда на поезде или на автобусе. Ты приехал, Да. пошел к потенциальному тестю и теще. Да. Они... Потенциально, вот так говоришь, как будто их несколько было вариантов. Так, с этими поговорю. В будущем, окей. Да. Они не знали тему разговора? Они знали. А, Сообщила Диана, невеста на тот момент, сообщила уже маме. Вот. И, собственно говоря, все узнали. ты помнишь чувство, когда дверь открывалась? Да я помню, как я шел до дома. Расскажи. Как дверь открывалась. Когда дверь открывалась, я уже ни хера не помню. Я помню, как я шел, как я репетировал что-то. Я помню, как я... паника. Но я точно знал, что шага назад ни в коем случае. Причем, что меня спрашивали, может быть, ты езжай, мы тут справимся. Типа, ты не переживай. Бывает. С кем не бывает. Ошибочно. Мы тут справимся.
Ты езжай, учись, ты в России, мы здесь. Получается, она жила не в Екатеринбурге, она жила в Астане, училась в Астане. А я жил в Екатеринбурге. Мы жили на расстоянии. То есть я приезжал, она там приезжала. То есть в таком ключе. И они говорят, да, вот, ничего страшного. Я чуть на эту удочку-то не клюнул. Ну нет, конечно. То есть у тебя лампочка появилась ненадолго, когда... Ну она такая замкнула, ну совсем легонько. Совсем так. И все. То есть она не засветилась, типа... Нет, типа свалить. Не-не-не. Ну, перед тем, как мы через это прошли, я точно знал, что я буду с ней. Рано или поздно дети с ней. Ну, буквально за день, наверное, я об этом думал. Думаю. И тут тын-тын. СМС-очка пришла. Да. Было сложно. Свадьба была такая, конечно, на 6-м месяце или на 5-м. Она ставила танец. Прикинь, с подругами. У нас вообще еще 2 мероприятия. Проводы невесты и сама свадьба. То есть ты тратишься, ну, родители невесты тратятся на проводы невесты, а ты тратишься на свадьбу. То есть я полностью практически, там, не знаю, на 80% оплачивал свадьбу сам. Тут еще и 2 мероприятия надо, а у меня там, я помню, так, у меня там работа, я уже сразу себе обрисовал график работы. И помню вот это окошко недельное, неделя, а несколько дней, проводы невесты и свадьбы. И на следующий день после свадьбы я уже валил, чтобы работать. Ну, в Екатеринбург я летел. Ехал, я все время ехал. Ну и вот, это было интересное время. Мы его не часто вспоминаем в последнее время, но это было прикольно. Прикольно через это пройти. И как, слава богу, все хорошо сложилось, потому что масса вокруг нас пар, и да не вокруг нас, в целом, которые там это рушат, семьи и так далее. Сам понимаешь. Да. Поэтому, слава богу, понимание родителей супруги, понимание моих родителей, в целом все свело к тому, что сейчас все хорошо. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ты говорил, что в Штатах толерантность пошла не в ту сторону. Да. Что ты имел в виду? Ну, чересчур, я имею в виду, какая-то толерантность. Имеется в виду... Ну ты же понимаешь, что половина твоей программы в Штатах, она просто недопустима. Четко я понимаю. Четко. 100%. Разный менталитет, разные люди, разные культуры, возможно, и разные настроения, разные отношения к секс-меньшинствам и так далее. И я, живя здесь, безусловно, это использую. То есть другой момент, как, с позиции кого. То есть я там против геев, допустим, или за геев. Но то, что есть гомофобы, в России к ним нормально относятся. Типа, я такой же. Я такой же, понимаешь? Я пытаюсь только сейчас, переехав в Москву, бороться с тем, что геи — прекрасные люди. Так. Вот. А расскажи про эту борьбу. Внутреннее, чтобы вот этого уже отношения нет у меня. Типа было? гей, я не здороваюсь. У меня было такое, конечно. Я рос в такой среде, Юр, ты бы видел. Ты бы сейчас за эту толстовку, ты знаешь, как тебя напихали? Что в ней не так? Белая она, Юра. О чем речь? Поэтому это в любом случае это оказывает на тебя влияние. Тем более в детстве, когда ты максимально, чуток и воспринимаешь все как истину. От этого очень сложно отказаться потом уже, когда ты становишься взрослым. В моем случае так. Пока. И какой у тебя сейчас прогресс, на какой-то стадии? То есть ты, значит... Здороваюсь, общаюсь. Обнимаешься? Не настолько. Я еще, может быть, не знаю некоторых геев. Просто здороваюсь, узнаю, как дела, все в порядке, все, дальше. Друзей геев, братан, таких нет. Я, пока, может быть. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ты был на интервью у Романова, я зашел в комментарии, и там человек просто озвучил мои мысли. Так и не был задан вопрос, сколько дней после своих стендапов Сабурову приходится спать на диване. Ни одного. Ты жестко фигачишь свою жену. У Нурлана, кстати, красотка жена. Можете посмотреть вот на эти все фотографии. Ты просто жестко фигачишь ее. Про то, что ей делали пересадку мозга. Про то, что она недалекая.
совершенно чудовищные. Если бы феминистки смотрели твои стендапы, они просто тебя из говномета расстреляли бы за панч про... Как-то она подошла ко мне и спросила, сколько мы зарабатываем? Мы зарабатываем. Вот за это просто... Даже я этим был возмущен, понимаешь, когда смотрел. Как реагирует прекрасная Диана? Она прекрасно к этому относится. Более того, сама похихикивает, приходит на мои проверочные концерты, проверочные выступления. Первая об этом слышит. Поэтому все эти комментарии даже для нее глупо звучат. Поэтому те люди, которые ее хотят защитить почему-то, она к ним относится весьма так себе. Поэтому у нас прекрасные отношения, за исключением, как и у многих людей, есть сложности и так далее. Но именно этот аспект ее не смущает. Даже не было моментов, ты следующий вопрос уже подразумеваешь, что были моменты, когда она говорит, эту шутку убери. Нет. Шикарная женщина, потому что. Не знаю. Я думаю, в первоочередно это потому, что она меня любит. И она понимает, что я ее люблю. Просто иногда я утрирую ее какие-то минусы. Утрирую. А иногда не утрирую. Иногда она, реально удивляет меня своими какими-то вопросами или фразами, или поступками. Когда я говорил, что она подожгла матрас феном, это не выдумка. Подожгла матрас, вся квартира в дыму, она мне звонит 1 апреля. Она мне звонит и говорит, у нас матрас горит дома. Я говорю, спасибо большое, пока, я работаю. Даже не обратил внимания. Она говорит, реально, дома пожар. Она пролила чай и решила феном высушить матрас. И такая думает, что-то как-то плохо. И нажала фен на матрас, и вот так вот херачила, что внутри, что там находится, вата, она просто начала дыметь, тлеть. То есть даже не было огня, просто тлеть, идет дым, она не понимает, что происходит, звонит мне, она с дочкой. У меня нет денег на такси, я еще думаю, на такси ехать или на метро. Это еще момент, когда так, настолько, я говорю, огонь есть? Она говорит, нет, дым. Я говорю, я на метро. Бегу с метро, она идет навстречу с дочкой, во что попало, что-то одеты, как бомжи. Я говорю, идите в кафе, поднимаюсь домой, разрезаю этот матрас, меня вот так вот дымом, я полотенце, беру этот матрас, скидываю в мусорку, тащу его по подъезду, люди не понимают, что происходит, потому что, вот такой человек, не все соседи меня знают. Кто-то спросил там, вы что, куда это? Вы кто, во-первых? Я говорю, я живу в этой, матрас, говорю, горит и так далее. Вынес, дома вонь, мы еще 3 дня жили в воне. Я в офис еще приходил, все думают, где что-то горит, что ли? То есть я это не придумал. Как ты думаешь, ее заводит, что ты издеваешься над ней так? Не знаю. Хороший вопрос. Но думаю, нет. Не, когда она смеется, она меня бьет и говорит, ты мудак, конечно. Но смеется. Тесть и теща, как они относятся к этому? Прекрасно. Представляешь? Я в шоке сам. Я когда первый раз начал, собственно говоря, заниматься тем, что говорить о жене, не в самых хороших тонах, я больше переживал за реакцию родителей. Но нет, они мне звонят, молодец, ты на телевизоре. Я такой, спасибо большое. То есть они тоже понимают, что так или иначе шутки, в первую очередь, а не мое искреннее отношение к ней. Обычно ты ее жестко стебешь, а скажи сейчас что-нибудь про нее серьезное и настоящее. Она очень милая, у нее очень добрые глаза, она очень классно улыбается. Я люблю, когда она меня обнимает. То есть масса, я могу много чего говорить. Она меня искренне любит. Она прекрасный человек и хорошая мама. Но тупая... Да нет. Нет. Прекрасный человек, на самом деле. Юрий будет дуть будет Юрий. Ты рассказывал, что в Степногорске не принято говорить слово «привет», когда здороваешься. Я не понял. Я объясню. Не то, чтобы на законодательном уровне, но речь идет о том, что если ты
пацан и другому пацану говоришь «привет», то есть опасение, что и ты и другие себе можешь вещи позволить, типа розовые кроссовки или Белую толстовку. белую толстовку. Да. Но я думаю, уже на сегодня уже не так там. Что за пиздец? А как правильно? Не, я объясню. Я объясню тебе. Смотри, я рос, ну, с пацанскими какими-то были понятия. Да. Одни спортсмены абсолютно. То есть речь о толерантности вообще, ну, не заходила. Поэтому все воспринималось максимально... Все воспринималось. Зеленый шнурок, ну, чтобы докопаться. Понимаешь? Ты не должен вообще выделяться. Говорить «привет» или там спрашивать самочувствие. А как нужно было? Салам или... Да, салам, ну, салам алейкум. И все, и глаза здорово, вот так вот в здорово. пол чуть-чуть, и все. Да. Но я не говорю, шутится. что так все делали. И вот ты не воспринимал, как что весь город такой. Я говорю про своих ребят. Понимаешь? Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Почему ты вообще не шутишь про политику? Наверное, потому что Страшно. страх — это, во-первых, 100%. Это вообще корень. А во-вторых, хочется шутить, ну, круто, если берешь такую тему, понимаешь? Неохота, типа, либо Путин, до свидания, либо еще что-то. Хочется либо за Путина наоборот, как это некоторые делают. Но поэтому ты думаешь, как это сделать оригинально. Тонко. И тонко, верно. Понятное дело, что я про жену там не особо тонко шучу. Но для меня есть смысл. Если ты берешь хорошую, серьезную тему, то ты это должен сделать круто. Вот в чем суть. А страх, безусловно, он есть. Страх сказать что-то не так, чтобы сделали там, с твоей семьей или... Ну, Казахстан в этом плане чуть-чуть Ну, попка чуть более сжата, чем в России у людей. Я тебе говорю, здесь, как Слава Комиссаренко говорит, Россия — это либеральное озеро по сравнению с нашими странами. Но при этом Комиссаренко вовсю шутит над Лукашенко. Да. Ну, Потому что он осел в озере либеральном? Возможно, объяснений нет, но тут речь идет о системах. То есть тут могут высказываться. Навальный снимает видео. Ну, тут А в коррупционер. Казахстане блокируют по вечерам Инстаграм, потому что там трансляцию ведет ваш оппозиционер главный. Да. Я попадал на это несколько раз и страдал. Разные немножко подходы. Когда это изменится, и изменит ли мое высказывание в своих стендапах, не знаю. Возможно, это когда-нибудь и произойдет. Переименование Астаны в Нур-Султан. Это же звездец? Для меня это очень странно было. Потому что не то, чтобы речь идет о том, что в честь президента. Через какое-то время можно было это сделать. Речь о том, что уже в целом привыкли. Просто это был тот момент, как мне кажется, не самый нужный. В целом это заслуга именно президента, сделать этот город красивым и таким масштабным, и на весь мир известен. Но он стал именно известен как Астана. И в этом был кайф, и как это звучало круто. Через несколько лет можно было сделать. Но в тот момент люди были напряжены. Поэтому была такая реакция. Ты будешь шутить про Назарбаева? Думаю, что когда-то да. Я уже иногда это делаю. Очень закрыто, чтобы никто это не слышал. Ну, я имею в виду на концертах. Лайв. На лайве именно. А в телеке это пока не делаю. Блин. А тебе неловко за этот страх? Конечно. В целом стендап — это изначально, то есть если смотреть на историю становления стендапа, это все комики топили за свободу слова. И так далее, и так далее. Но у нас за счет той системы, которая у нас существует, этот страх благодаря жанру, невозможно сразу убрать его. Я думаю, это придет со временем. Кого ты считаешь самым смелым комиком в такой связи? Где именно? В русскоязычном мире. В русскоязычном?
Не знаю. Пример. Как ты реагируешь, когда смотришь стендап Долгополова и видишь, что Смешно. в России... Нет, это офигенно смешно, что в России люди делятся на две категории. Теперь, с одной стороны, люди, которые за Путина, а с другой стороны, люди, которые умеют читать, писать, знаете, делать логические выводы. Как ты на... Смешно и, очень круто. То есть Саша это в целом очень смешно. Я раньше к нему относился как к какому-то не самому адекватному человеку. Да? Да. Это лет 5 назад было, когда он только появился среди тусовки и так далее. Но сейчас это очень крутой, самодостаточный комик, который абсолютно свободно себя чувствует как в творчестве, так и в жизни. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Все по-прежнему? Твой корпорат стоит, твое частное выступление стоит $500? Больше уже. Уже больше. Думаю, да. Самое необычное место, где ты выступал. Белый нам рассказывал про яхту, где казахстанские женщины рыдали перед их выступлением, потому что вспомнили про мужей, которые их оставили. В Италии я выступал. На озере Кома. Да, тоже перед, судя по всему, очень богатыми казахами. На кораблике или... Не-не-не, это было возле какого-то, я не знаю, какого-то старого здания. Я в шоке был в целом. Я вот здесь буду выступать для людей. Охереть можно. Я не уверен был. Слава богу, все зашло хорошо. Имеется в виду материал. Но было очень странное ощущение. Ты привык там выступать где-то в барах, а тут... ты интересуешься, что за люди тебя выписывают на такие корпораты? Не сильно. Ой, а не боишься вляпаться? Представь, что они гангстеры. Так, и? Что они со мной будут? Они вряд ли со мной что-то Представь, сделают. что они казнокрады. Они, вот этот домик на озеро, они спиздили у простых граждан Казахстана. Я не говорю про именно этих людей, просто представим, что это так. Да, хороший вопрос, Юр. Но я не интересовался до сегодняшнего момента. А будешь? Возможно. Только возможно, да? Гангсты и бандосы. Я думаю, перед такими я не выступал. Выступал, скорее всего, перед теми, кто нормально наварился, нормально заработал в свое время. Заработал или спиздил? Возможно, и спиздил. И у тебя не было какого-то послевкусия, как будто ты... Слушай, я думал о том, чтобы заработать. Когда меня зовут, я так глубоко не смотрю. Наверное, потому что, во-первых, поверхностный человек, а во-вторых, потому что все-таки, мне плевать, я заработал. Скорее всего, я думаю в первую очередь об этом. Но ты мне нормально так подсыпал мысли. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Сургут. Девочка поднимается из зала, она поговорила по телефону и уходит из зала. И ты пошутил, чтоб ты сдохла или, надеюсь, ты сдохнешь? Объясняю, как было. Звонит телефон. Я вначале говорю, не снимать на телефоны, выключите в идеале телефон, либо поставьте на беззвучный. И когда происходит что-то наподобие звонков или выкриков, ты сразу агрессируешь. Ага. Я Обычно. так делаю. Да. Обычно, когда я это делаю, люди на моей стороне, и в целом они понимают, что человек, не выключил или что-то сделал, начал там разговаривать, начал там громко, либо начал выкрикивать. И в целом я что-то отбиваю, ужасные вещи говорю. Условно, в Шымкенте я выступал, я желал смерти прям человеку вот так вот. И все смеялись. И это было, правда была на моей стороне, потому что он сначала поговорил, а потом начал мне выкрикивать. Я говорю, все, не надо, он все равно выкрикивает. Я еще больше агрессирую, зал меня поддерживает, поэтому ненависть оправдана. В этот раз я реагирую так же. Зал, не было сильного смеха, просто так вот похихикали, чтобы я должен что-то, отреагировать на то, если что-то идет не так. Я реагирую, говорю, надеюсь, ты сдохла. Надеюсь, ты сдохла. Потому что, когда я говорю, что? А что происходит? Молчание.
Обычно в этой ситуации, когда человек что-нибудь крикнул, и потом сидит вот так вот, значит, ну, слабость. Я чувствую эту слабость, и я сразу начинаю. Дело в моей проблеме, что я не могу аккуратненько это все. Я просто, что-то идет не так, я... И я выкрикнул, она ушла, все, концерт продолжился, я тарабанил материал и так далее. Мне звонит после концерта человек, концертный директор, и говорит так и так. Ну, я говорю, найди, пожалуйста, телефон. Так и так она ушла, потому что мама сообщила ей о том, что умер отец. Начала, да, и она отреагировала громко, начала, ну, плакать, кричать точнее, и промолчала и ушла. А я, не зная этого, набросал хихи-ха-ха, часть зрителей отреагировала, часть нет, и я продолжил материал. И потом мне сообщают об этом. Ну, я позвонил и поговорил с ней. Как она с тобой говорила? Абсолютно спокойно. То есть она сказала, что то есть, она не об этом вообще думала. Ей вообще было плевать на меня и на то, как я отреагировал. Я просто просил прощения, извинялся. Она говорит, просто здоровья вашим близким. И я вас прощаю и так далее. То есть я об этом не знал. Ну, я не такой мудак. Если бы я знал об этом, я бы такое сказал. Я дурак, что ли? То есть это просто было на опыте предыдущих выступлений, на опыте предыдущих гостей, которые начинают что-то выкрикивать, разговаривать по телефону. Поэтому я агрессировал. В этом суть. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Меня один раз узнал таксист. Я так подумал, что он меня узнал. А потом мне говорит, слушай, так похож, конечно, на одного стендапера, говорит. Я говорю, на кого? Да он то ли казах, то ли кыргыз, говорю. Как это зовут его? Сабиров, что ли? Имя у него еще такое. Я говорю, не слышу. Еще голос так похож, говорит. Я говорю, серьезно? Да. И я спрашиваю, о чем он шутит? Ну, там что-то он в Китай ездил, что-то его типа все узнают. Я ему говорю, ну, это поверхностно. Да, конечно, поверхностно. А вы сами откуда? Я говорю, я из Якутии. А, ну ясно. Мне голос, конечно, один в один вообще. Это было... Я же на диктофон записал диалог наш. Да? Да. А как ты втихаря включил на айфоне? Да. Ты говорил в интервью и, там, возможно, шутил по поводу того, что у тебя сын не похож на азиата. Да. Серьезно? Угу. Волнуешься? Да, нет. Не. Ну, чуть-чуть есть. Слегка, очень сильно. Да нет, все нормально. А как так получилось? Следующий вопрос. Вредный московский воздух? Не нужно забывать о том, что моя жена метиска, у нее русские корни. И у меня есть хотя бы к этому объяснение. Да. И еще мне, я помню, бабушка говорила, что у меня в детстве были волосы как у мышки. Ну, типа серые, светло-серые. И есть вторая причина, как бы я себя успокаиваю тем, что он и на меня похож в этом плане. Что потом это изменится. Но пока не факт. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ты сейчас поедешь домой и будешь делать это на Кадиллаке, так? Да. Про который ты в том числе рассказываешь. А сколько он стоил? А я его взял не новым. Я думал, он не услышит. За 3,8. А зачем ты это сделал? Я воспитывался на клипах 50 Cent. Ну, это прям понт и просто такой вот долг детства. Да, 100%. Вообще нерациональная покупка. С другой стороны, большая машина... Не, я мечтал, я тебе говорю, это чисто вот комплексы. Но мне нравится машина. В целом она не то, чтобы она плохая, но я все равно на ней езжу. Она комфортная, она крутая, она очень хорошая. Поэтому кайф. Я сначала думал, именно в размерах все же. Тебя же смущают только размеры. Как она выглядит, она прекрасно выглядит. Тем более у меня 2 детей, жена, родственники приезжают. 3-й ряд сидений открыл и погнали в Кидзаню. А правда говорят, что большая тачка — маленький член? Нет, конечно, о чем речь?
Я первое же исключение в этой цепочке. Да нет, Юр. Да я не знаю. Ты думаешь, я стою в рядах, и каждый год у нас есть какой-то хит-парад, что ли? Но я думаю, это стереотипное мышление. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Многие комики старой еще волны, когда они подбирались там, к 40-ту, даже к 35 годам, они уже были похожи на... Успокаивались. Но не на сытых котов похожи. И прям целое поколение таких людей есть. Они смешили нас 10 лет назад просто до усрачки. Я очень боюсь этого. Очень боюсь этого. Стать сытым котом. То есть, когда речь шла... Кто, Джобс говорил, оставайтесь голодными. Вот этот момент хочется не упустить. Остаться голодным, когда есть деньги, когда все хорошо и так далее, и так далее. Потому что ты перестаешь быть творческим человеком. И я не знаю, что делать, потому что, грубо говоря, сейчас, слава богу, уже все хорошо. Есть моменты, которые смущают и так далее. Но в целом, когда ты смешишь, ты злой. Понимаешь? Ты просто злой. И ты поэтому что-то делаешь. В 40 лет он тоже смешной. Или в 50. Просто он уже не злой. В этом вся разница. Ты и голодный, и злой. В 40 лет ты добрый. Поэтому уже такой. Да зачем уже? Все нормально. Что планируешь делать, чтобы так не стало? Планов пока нет. Пока речь идет о том, что работать, писать, продолжать, кайфовать. Наверное, первоочередно, чтобы это было весело. Не-не-не, а как ты планируешь себя ограничивать, чтобы не стать сытым котом? Это же, очевидно, искусственно надо делать. Большая тачка, нормальный дом. Такой комик, как Луи Си Кей, он, учитывая, что у него были большие деньги, он ездил на метро, он ел в обычных, в обычных пиццериях, он жил обычной жизнью. То есть у него была квартира хорошая, но среди людей. Не где-то за забором огромным и так далее. А жил среди людей и чувствовал себя одним целым, а не отгораживая себя. Потому что большая проблема именно отгородить себя от всех остальных. Закрыться в своем комфорте. И поэтому у тебя пропадают причины, о чем беспокоиться. Потому что у тебя же все нормально. А всегда должен стучаться тебе кто-то, чтобы ты знал, что не все хорошо у всех. Поэтому... И народ это почувствует сразу? Думаю, да. И это твой план? Я надеюсь, его буду придерживаться. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Вот теперь блиц. 3 лучших комика России прямо сейчас. Харламов, Ургант, Леха Щербаков. Объясни, чем крут Харламов. Чем крут Харламов? Что это, да? Что это за... Я не знаю, он просто меня смешит всегда. Он меня смешил, как и когда я только начал заниматься юмором. И на сегодня он сейчас придет, и все, что он мне скажет, он будет меня смешить. Либо это природное, либо я не знаю. Мне плевать, что он говорит и что он делает. Это просто очень смешно. Он очень смешной. Я не знаю, это, скорее всего, природа. Я не знаю, почему. 3 лучших фрешмена русской комедии. Мне нравится Андрей Шарапов. Не за последний год, а в целом он мне нравится, но он далеко не фрешмен. Коля Андреев. Так. Илья Золин. В одном из интервью тебе задали вопрос, что бы ты сказал себе молодому, и ты ответил: больше читай, мудак. Да. Сколько книжек ты прочитал? С того момента? Вообще? В целом очень. Я думаю, одной руки хватит. Я не знаю, я их не считал. Мне стыдно признаться в том, сколько я в итоге прочитал книг. Очень мало. Что ты читал? Последнее, давай я расскажу, что я читал. Это «Краткую историю человечества». В кратком содержании. В кратком содержании, да. Просто обложку прочитал и понял. И 7 правил я прочитал. Высокоэффективных людей. Стивен Кови. Вот это мотивационная херня. Помогло? Просто что-то для себя взял. В какой-то момент я думал стебать этих мотивационных ребят. Читая, я даже в какой-то момент поверил в это, потому что в целом это
для тупых, я думаю, это прям хорошее. А я, если честно, не самый интеллектуально подкованный человек. Поэтому если тебе книжка эта немножко тебе помогла, пусть такие книги будут. Художественную литературу мало читаю. Опять-таки, по той же причине. И я очень легко засыпаю. Поэтому Netflix, Юра. Кто смешнее, Щербаков или Каргинов? Щербаков. Тамби или рептилоид? Тамби. Белый или Мартиросян? Белый. Когда ты в последний раз плакал? Я думаю, это недавно было. Скажи. Да ладно, рассказать? Не знаю, меня что-то навеяло, какие-то грустные мысли. В целом у меня очень много страхов внутри. И в том числе и о семье. И в какой-то момент я что-то после какого-то фильма, что ли, проникся и начал думать о семье, о родителях, о жене, о детях. И прям жене расплакался. Ночью. Да. Блин, я надеюсь, ты это вырежешь. Я что за... Расплакался женушки в подушку. А что за фильм? Не настолько сильный фильм, сколько мои мысли в целом были немножечко такие. А жена не спала при этом? Не-не-не, конечно. Как ты думаешь, она думала, что ты вот Гомик? заржешь? Не-не-не-не-не. Если мы говорим серьезно, мы говорим серьезно. Если мы веселимся, мы веселимся. Ну, мы на одной волне. Она не такая, ты чё, заплакал, что ли? Иди отсюда. 3 слезы, нормально ляжь, как мужчина, на пол. Не, она все понимает. И финальное. В чем сила? В оригинальности, может быть. Ты же у комика берешь интервью. Для нас все-таки важна оригинальность. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Конкурс. Что за подарок? Ты не принес его с собой, поэтому он вот здесь вот появится сейчас. Да. Это костюм. Костюм. Какой? Со съемок. Мой. Вот что-то ТНТшное, где ты вот так вот выходишь, да? Да. Я не знаю, кому он нужен, но каких-то денег стоит. Можно сдать или в ломбард. О, шикарно. Условия конкурса. Человек, который сидел все это время напротив, он жестоко шутит над своей второй половиной. Напишите в комментариях то, как вы обмениваетесь подколами, жестким стебом или чем-то еще со своей женой или со своим мужем. Наиболее оригинальная, наиболее жесткая и, в общем, более понравившаяся нам штука будет удостоена этого приза. Ну и, возможно, перекочует кому-то в стендап. Я не знаю, воруешь ты шутки или нет, как некоторые из них. Нет? Нет. Нет? Наиболее крутая штука будет удостоена этого самого костюма. Нурлан, спасибо тебе большое. Спасибо тебе, Юр. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Друзья, не прощаемся, несколько важных объявлений. Во-первых, YouTube — это платформа, которая дала нам все, что у нас есть. За это мы ее любим, уважаем, и, я надеюсь, еще много-много лет будем вместе. Но этой осенью в России вступает в силу закон о суверенном интернете. Что это такое? Хрен поймешь. Судя по всему, этого не знают ни те, кто это придумал, ни те, кому с этим жить. Поэтому мы на всякий случай подстраховались и вместе с нашими партнерами выпустили отдельное приложение в Дудя для Smart TV. Что это значит? Это значит, что можно зайти в магазин приложений или в приложение просто на мобиле, ввести там слово «вдуть», и он вам предложит нашу приложуху, на которой также выходят наши последние видосы. Если вы привыкли смотреть нас в телеке, это такой черный прямоугольник, у многих в квартире есть. Эту приложуху вы можете скачать и смотреть по ней в Дудя, если вдруг что. Сейчас это приложение доступно на смарт-телеках LG и Samsung, только тех, которые не старше 5-7 лет, на телеках и приставках на базе Android TV, на телеках и телеприставках на базе Fire TV и Roku, но это для рынка США, если вдруг смотрите нас в Америке, то вы понимаете, о чем речь, и на мобильных платформах iOS и Android. Поэтому, друзья, можно скачать это на всякий случай и смотреть нас еще и там. Но YouTube One Love. Не забывайте об этом.
Второе. Вы могли это не заметить, но последние 1,5 года мы постоянно экспериментируем со шрифтом. Меняем, реформируем. И сейчас вроде бы все эксперименты подошли к концу. У нас уже полно начертаний, и мы их используем в зависимости от того, как надо. Все это мы делали с помощью Ильи Рудермана и Юрия Остроменского. Большим специалистом по шрифтам. У них своя компания. Я не могу выговорить это название, поэтому оно просто титром здесь появится. Крайне рекомендую. Они отличные пацаны. Все их контакты можно узнать в описании к этому видосу. Ну и третье. У нас новый мерч. К этой осени мы выпустили еще пару новых бомберов. Вот этот черный мой любимец. Вот-вот появятся футболки, поэтому если вы смотрите нас в середине октября, то уже можете купить футболки, они гораздо доступнее этих бомберов. Также пледы. Сайт, где все это можно купить, зовется очень просто вдудь.ру. Мы доставляем во все страны мира. И многие пишут, что вот, Дудь, как и все, расширяется, использует популярность, хочет зарабатывать еще здесь бабки. Это не совсем так. Конечно, хотелось бы, чтобы эта история работала в плюс, но наша главная цель, я уже это говорил, отрепетировать совершенно новое дело с первого до последнего шага. Помните, если зайдете на вдудь.ру и закажете, мы будем вам очень благодарны, мы будем слать вам воздушные поцелуи. А если вы не зайдете и ничего не купите, мы будем любить вас так же сильно, как и любим сейчас.